Сегодня про орехи-умняхи. Орехи должны присутствовать в рационе каждого человека, а для людей с диафишкой они полезны вдвойне. Поэтому в моем питании орехи есть всегда. Они помогают нам контролировать уровень сахара, вес, насыщают нас полезными веществами. Ну и вообще это отличный перекус. При сахарном диабете приходится исключать некоторые продукты из рациона. Поэтому меню нужно продумывать так, чтобы получать полезные вещества из разрешенных продуктов. Орехи для этого идеально подойдут. Самые полезные из них – это арахис, миндаль, грецкий орех, бразильский орех, фундук и кедровый орех. Арахис очень популярный орех, только вот он совсем не орех. Арахис – это боб, как горох или фасоль. В нем содержится множество антиоксидантов, которые помогают улучшить состав крови, зрение и память, если есть его сырым с красной шкуркой. Интересно, что из арахиса делают пластмассу, синтетические нитки, клей и вообще много используют его в химической промышленности. Употребление арахиса способствует снижению уровня глюкозы в крови, а также снижению холестерина. На 100 грамм продукта 9,9 углеводов. Рекомендуемая доза в день не более 60 грамм. Это чуть меньше половины стакана. Зерна миндаля содержат витамины группы В и Е. Это помогает нормальной работе головного мозга, сердца и сосудов. В 100 граммах 13 углеводов, а в день желательно не более 30 грамм. Существует два вида этого ореха – сладкий и горький. Сладкий миндаль используют в кондитерских изделиях, выпечке и приготовлении марципана. Его же употребляют в пищу сырым, а вот горький в пищу не берут. Вы, возможно, удивитесь, но миндаль тоже не орех, это косточка. Он был упомянут в Библии и высоко ценился в Древнем Египте. Там его могли есть только фараоны и их ближайшее окружение. Около 40% сладкого миндаля уходит на изготовление шоколада. А еще миндаль можно хранить в холодильнике, представляете, аж до 2 лет. Ученые доказали, что запах миндаля способен пробудить аппетит. Фундук – это плод лесного ореха, который вы с детства привыкли видеть на тортах и пирожных. Уже этот орешек точно сможет насытить вас энергией на целый день, а еще в нем огромное количество железа. В 100 граммах 9,8 углеводов, в день можно 25 штук. Деревья, на которых растет фундук, могут жить более 100 лет. Фундук по калорийности превосходит рыбу и мясо. А изготовленное из фундука ореховое масло никогда не высыхает. Грецкий орех очень полезен, в нем есть все витамины, кроме В12. А еще он способствует хорошему обмену веществ. В 100 граммах этого ореха 11 углеводов, а в день можно примерно 10 штук. А бразильский орех способен пополнить вашу суточную дозу магния и фосфора. В 100 граммах этого ореха 12 углеводов, а в день можно около 5 штук. Интересно, если съесть много, то я буду светиться в темноте? Сейчас проверим! А кедровые орешки хороши тем, что в них содержатся почти все витамины, а холестерина 0. В 100 граммах таких орешков 9,4 углевода. А можно в день, представляете, 30-40 штук. Только жалко, что они очень маленькие. Макадамия улучшает чувствительность мягких тканей к сахару и инсулину, ускоряет метаболизм. Эти австралийские орешки наносят вред только при злоупотреблении. Нельзя забывать, что продукт очень калорийен из-за высокого содержания жиров. Сахара и некоторое количество углеводов в составе ядер могут вызвать резкий скачок глюкозы, что может привести к развитию осложнений. Не лишним будет включить в рацион кешью при сахарном диабете.
так как они насыщены белками, углеводами и витаминами. В своем составе имеют натуральный сахар, крахмал и клетчатку, которая просто необходима для хорошей работы кишечника. Кешью улучшает иммунитет и не вызывает аллергических реакций. Есть их лучше в сыром виде, так как при обработке теряется значительная доля питательных веществ. В 100 граммах 12,6 углеводов. Лучше не превышать суточную дозу в 30 грамм. Орехи кешью помогают при зубной боли и анемии. А еще с ними связана забавная история. В Англии кешью очень любят, поэтому даже в Букингемском дворце выставляют в коридорах мисочки с орешками, чтобы королевская семья могла ими лакомиться. Однажды королева Елизавета II заметила, что орешки таинственным образом пропадают из чашек, и решила разузнать, куда они деваются. Она сама отметила чашки перед сменой караула, и выяснилось, что кешью съедают охранники покоев. Их не уволили, но королева написала всем записки, попросив не трогать орехи своими грязными руками. Несмотря на то, что орехи очень полезный продукт, переедать их не стоит. Последствия могут быть самыми разными. Стоматит, головная боль, боль в животе. При переедании может даже развиться аллергическая реакция. Лучше всего съедать по 10-15 орешков в день. Такое количество насытит организм витаминами и никаких последствий точно не будет. Ну что, умняхи мои, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, жмите на колокольчики и будем вместе делать новый, интересный и полезный для всех контент. Еще увидимся. Пока!